TV-Box V9 Pro на M-Logic S912 процессоре на канале Технозон. Поехали. Когда мне подписчик прислал ссылку на данный TV-Box, он сказал: Bubble, посмотри, шикарный TV-Box на M-Logic S912 процессоре с 5 ГГц Wi-Fi, а если учесть, что тут 912 процессор, то должен быть еще и True HD звук, и DTS HD Hi-Res звук, и вот прям приставка будет в огнях на Android 7.1.2, это значит, что там больше возможностей для кастомизации, чем у Android 9, и казалось бы, вот да, сейчас M-Logic 912 подешевел очень сильно, и можно брать для IPTV, для фильмов будет все классно в огнях. Если обратиться к Алиэкспрессу, где я покупал этот самый вот VMate Google TV Box, он называется VMate V9 Pro, то есть вот такое, знаете, интересная штука, то мы поймем, что он нам обошелся в $37. Я считаю, что за $37 можно что-то поинтереснее найти. Заявились они MLogic S912, графический процессор Mali G450 до 750 Гц, DDR2, флеш памяти 16 гигабайт. И вот здесь вот самое интересное: OS Android 7.1. А вот это вот точка преткновения, к которой нам еще предстоит вернуться. Больше здесь ничего интересного не показали. Показали, что все так красивенько. То есть, знаете, рекламные такие красивые картиночки. Больше ничего. Мы его специально купили. У меня как бы возникли сомнения, потому что 30 с мелочью долларов за данную приставку это маленькие деньги. Это действительно маленькие деньги, но насколько она качественная, непонятно. Что же мы получили с вами в процессе тестирования? Первое. Это у нас очень слабый Wi-Fi 5 ГГц. Вот говорю как есть. Очень слабый Wi-Fi 5 ГГц. Здесь 100 мегабитный LAN RJ45 порт. Это значит, что уже в принципе нормально большие торренты не посмотришь. На HDR у нас все вообще вылазило в какие-то цвета. HDR нормально не работал. И плюс самый большой сюрприз для нас стал, что нет root прав на 912 процессоре. То есть автофреймрейт здесь не поднялся. Также у нас не заработал проброс True HD звука. Да вообще никакого 5.1 звука не было проброса. Не говоря уже о том, что здесь элементарно даже не Android 7.1.2, а здесь Android 6.0. И мой подписчик, когда я ему это написал, говорю: смотри, какая ситуация, вот ты хотел покупать, я советую ее не брать. Он написал: да нет, я вообще планирую ее купить, закатать на флешку Core Elec, вот у меня специально Core Elec, и будет у меня вообще шикарный TV-Box на Core Elec на 912 процессоре. Ну да ладно, мы тоже к этому вопросу вернулись, думаем, ну хорошо, закатаем Core Elec, и получится, что, достаточно может быть и неплохой-то бокс для просмотра каких-то киношек в очень бюджетном варианте. Но мы не смогли его установить. Где мы не искали кнопку для входа, кнопку эту самого сброса, да, вернее кнопку для прошивки, как ее называют, кнопку recovery тоже она называется, ее здесь тоже нет. То есть для того, чтобы это сделать, вам нужно залезть внутрь. А вот мы не самые большие сторонники для того, чтобы колупать TV-Box и начинать с того, чтобы его разбирать. Нет, TV-Box должен работать из коробки. Его нет ни в гнезде AV, его нет ни в гнезде коаксиал, который здесь есть, и на донышке у нас тоже, вернее на нижней стороне бокса нет ни в одной из этих дырочек, которых здесь очень большое количество, нет этой самой кнопки. Поэтому идею запустить Core Elec мы отложили до лучших времен. Но справедливости ради хочу сказать, что торрент 4К на 44 гига он проиграл через LAN RJ45, IPTV он проигрывает прекрасно, а вот с YouTube лажа. 4К проиграла вообще в окошке 4:3. И это проблема в самой прошивке. Бокс греется, бокс тротлит, и я бы сказал, что он не заслуживает нашего внимания. Но тогда вы меня спросите, о чем же остальное время этого ролика? А я вам объясню. Дело в том, что когда я выпускаю обзоры говнобоксов и говорю: ребята, бокс, откровенное дерьмо. Знаете, самый модный комментарий — это: Баблу занесли за то, чтобы он заговнил бюджетный классный TV-Box, более дорогие, более мощные бренды.
И вот поэтому мы обязательно вам покажем весь процесс тестирования данного ТВ-бокса, чтобы потом вы не говорили, что мы не предупреждали, чтобы не было как ситуации с X88 King, который я тоже заговнил, сказали, ты получил за это денег, а потом на FOPDA там еще писали, что да, я был прав. Не верите, пойдите ветку почитайте. Ссылка на данный ТВ-бокс лежит в описании под видео. Также под видео есть подписаться и колокольчик, чтобы не пропустить все наши дальнейшие правдивые обзоры. Ну а также там же лежит ссылка на очередные условия, вернее на условия очередной акции или розыгрыша, как мы его называем, ценных призовых подарков. Вся информация вот там вот внизу под видео. Но сейчас я говорю вам хавабанга, ребята, это же бубльгом, поехали. Ну что ж, в качестве доказательств мы все-таки сделаем обзор этого ТВ-бокса и поймем, кому он необходим и для кого он подходит. Интерфейс. Ни хрена интересного здесь нет. Я уже видел такой интерфейс. Это скудный интерфейс, который практически не подлежит кастомизации. Никаких интересных плиток сюда не вынесено. Если нажать на плюсик, можно добавить какие-то свои приложения, которые вы используете ежедневно. Не знаю, такой панель избранного. Но тоже ничего красивого здесь нет. Теперь. Если мы зайдем в меню настроек, то мы видим какие-то непривычные плитки. А это настораживает, потому что в описательной части этого ТВ-бокса на AliExpress указано, что это Android 6, вернее Android 7.1.2. Но дело в том, что здесь, скорее всего, Android 6.0.1. Вот эти плитки, они сразу выдали, что это уже обман. Это обман со стороны китайцев. Также у нас в меню ничего интересного. Единственное, стоит отметить, что есть раздел Playback Settings, и это тот самый автофреймрейт, который здесь ни хрена не работает. Это тоже печально. В принципе, как не работает и AFRD, потому что здесь нет root прав. То есть у нас есть состояние, нет сигнала от AFRD. Все. Есть как есть. И получается, что мы с вами подвисли. Давайте пойдем в AIDA 64 и посмотрим, что у нас есть. Система AIMLogic S912, 2 гигабайта на 16. Центральный процессор это ARM Cortex A53, 8 ядер. Это 8-ядерный AIMLogic S912. И это достаточно неплохой процессор, если его правильно реализовать. За отображение отвечает Mali T820. Сетевые модули есть 5 ГГц, 2,4 ГГц. Но насколько они хороши, мы посмотрим чуть позже. Есть доступ к температуре. Вы видите летающее окошко с температурой. Наблюдаем. И само собой вроде бы как кодеки все, но насколько они работают, мы тоже должны с вами потом чуть позже понять. Перейдем с вами к экспресс-тесту на тротлинг. Включим показывать температуру процессора и будем стартовать. Поехали. И здесь нас тоже ждет кое-какое разочарование. Почему? Потому что тест не оптимизирован для данного ТВ-бокса. Но мы все равно с вами посмотрим. Мы можем с вами, кстати, наблюдать картинку, что же происходит с этим ТВ-боксом. На текущий момент 72 градуса уже на первых секундах. И все 8 ядер пошли в 100% загрузку. 73 градуса. Буквально через 5 минут мы можем уже понимать, что же там такое происходит. И вот даже не прошло еще 5 минут, но в промежуточном результате я могу сказать, что приставка тротлит. Пока не сильно. Если вы посмотрите на верхний ряд, то это 1,2 ГГц, а должно быть 1,5 для этого процессора. И приставка сейчас прогрелась до 81 градуса. То есть фактически, нагревшись до 81 градус, она сбросила частоту с 1,5 старших ядер до 1,2. И вот она находится в таком взвешенном, вернее, в равновесии. 1,2 ГГц на 81 градус. Вот сейчас пошло 1,5 скачкнула и до 1,2 опять упала. То есть все-таки она сейчас в состоянии тротлинга. Поэтому выжать из нее максимально на данном ТВ-боксе не получится из этого процессора. Ребят, ну в принципе можем проверить мою теорию насчет этого тротлинга, взять и остановить и посмотреть, и мы видим, что у нас процессор действительно ушел в процесс тротлинга, и максимальная производительность была 24-127 джипс, и средняя 18-867, минимальная 14-524 джипс. Это в крайне низкая производительность, плюс действительно она тротлит. Перед тем, как проверить состояние сетевых модулей, вернее их возможности, мы проверим с вами скорость копирования памяти и скорость этих самых USB портов, чтобы мы понимали вообще хотя бы кино на этом мы посмотреть сможем или нет. Ну, мы видим с вами присущие для USB 2 результаты. Сейчас посмотрим 3275 умножить на 8. Ну, в принципе, мы сможем смотреть с жесткого фильма, вернее, жесткого диска фильмы без проблем. Ну, скорость копирования внутренней памяти вплоть неплохая. Скорее всего, это DDR3. Теперь посмотрим, что нам покажет наш спид-тест. Сейчас приставка подключена через Wi-Fi 2,4 ГГц. Мы сразу же стартуем.
И получаем результаты ниже среднего. Это 15-14 мегабит на загрузку. Это очень мало для 2.4. Хотя они заявляются, что должно быть до 60 мегабит на данном модуле. И на выгрузку 34-35 мегабит. Переподключимся на 5 ГГц, потом обязательно проверим LAN RJ45. Возможно, 5 ГГц нас не подведет. Тоже начинаем наш тест на внутренних серверах нашего провайдера. И уже даже в процессе теста вот мы получили результат на загрузку 38,8 мегабит. Это очень плохой показатель для 5 ГГц. Данный модуль очень-очень плох. Поэтому мы считаем, что 5 ГГц здесь не удался. Возможно, здесь есть гигабитный LAN, и это как бы исправит ситуацию. Давайте тоже стартанем. И здесь сотка. Ну, имеем как имеем. Если с системными тестами понятно, что ничего не понятно, мы с вами переходим к тестированию мультимедийных возможностей. И я бы сильно здесь не надеялся на какое-то решение проблем. Попробуем проиграть большой фильм с жесткого диска. Он должен его проиграть, просто обязан. И сможет ли он это сделать или нет, непонятно. И он его не проигрывает. Хотя нет, проигрывает. Пытается, 74 градуса на старте. Это у нас Gemini Man, 70 гигабайт, 68 гигабайт. Стало изображение в край мутное, это HDR, где ты понимаешь, что приставка нормально HDR не поддерживает, потому что изображение реально замутило. 75 градусов. Ну, вот справедливости ради хочу сказать, что да, воспроизводит. Но при этом у нас пропали элементы управления. Попробуем перемотать. Все-таки это фильм 4К 60 FPS. Ну, и он работает. Хорошо. Ладно, этот тестовый ролик мы проиграли. Он пытается щелкать автофреймрейт, но автофреймрейт не срабатывает. Поэтому здесь как бы есть как есть. Автофреймрейта в приставке нет, и поднять его мы не сможем. Тестовые ролики, кстати, еще один ролик, он тоже мутный. Это HDR ролик. Я так понимаю, что с HDR здесь действительно проблемки. И это напрягает, это вкрай напрягает. Давайте еще один HDR ролик включим. И получаем с вами, давай. Слушайте, черный экран и включает, да, включился. Ну, тестовые ролики проигрывают. Хорошо, тут я придраться не могу, это тяжелые ролики, они проигрываются. А вот что у нас с форматами аудио мы с вами сейчас проверим. По идее 912 процессор славился тем, что он мог пробрасывать, слушайте, эта чернота на меня задолбала, нужно отключить HDMI Self Adaptation, потому что он тупо отключает экран, а все равно частоту не переключает, ну как-то так. Dolby Digital Plus у нас нет, не видно его. Это невозможно пользоваться. Слушайте, я нажимаю на домик, черный экран. Вот это даже не автофреймрейт. Ладно бы я согласился, ну, что это автофреймрейт, если бы он включал бы. Зачем я цик включил? А так он просто включает черный экран, а с частотами ничего не делает. Это для меня как минимум странно. Пробуем тот же Digital Plus через режим Post-True. Ну, я надеюсь, что что-то получится. Давай, параметры, режим звука сквозной. И у нас нет режима Post-True цифрового звука 5.1. Это тоже еще один гвоздик в крышечку гроба данной приставки. Пробуем с вами еще воспроизведение фильмов. YouTube 4К 60 FPS. И несмотря на то, что там есть черный Netflix и стоит она мега дешево, то мы сделаем свои определенные выводы. И, кстати, сейчас температура этой приставки 76 градусов. Пробуем 4К 60 FPS, попробуем и 30 FPS, потому что я знаю, что 60 FPS на данном процессоре не работает. Хотя посмотрим сейчас. Ой, что он воспроизводит, непонятно. Давайте включаем 4К 60 FPS. И получается вот такая вот херня. Ну, о чем говорить? То есть, когда 4К воспроизводится вот в таком окошечке, это уже... Это хит. Это хит. С YouTube вы тоже все поняли, да? YouTube у нас нормально не работает. И последнее, что вот хотел попробовать, не знаю, насколько это стоит пробовать. И попробовать я хочу торренты онлайн. Хотя вот что на этом Wi-Fi 5 ГГц можно запустить, непонятно. На LAN RJ45, ну это такие 30, 40, 50 максимум. И то это, если повезет, гигабайт. Давайте на Ангелы Чарли посмотрим, что у нас там есть. Вот 44,8 гигабайта. Давайте попробуем проиграть. Если проиграется, то еще может быть какой-то там шанс я могу дать. Хотя нет, 6-й Android. О чем мы говорим?
При том, что скорость загрузки предварительного кэша была очень высока, мы с вами должны сейчас увидеть, что он сможет нам показать. Ведь все не зависит не только от скорости сетевых модулей, а еще и от самого процессора и оптимизации. Пошло. Очень мутное пошло, с HDR все-таки проблемы, но проигрывать начало. То есть данная приставка с HDR имеет определенные проблемы. Слушайте, ну торрент 45 гигабайт он проигрывает и не затыкается, правда, через LAN RJ45. Температура проигрывания 79, я подозреваю, что если достигнет 81, то, скорее всего, мы получим фризы, потому что она начинает тротлить. Мы это с вами выяснили на тротлинг-тесте. Хотя нет, 81 градус, мы подождали немножко, достигла 81 градуса и проигрывает. Вот в этом я удивлен. Давайте еще пробуем IPTV. Кстати, видели, цвет поменялся. Давайте попробуем IPTV. Сейчас включим какой-нибудь HD канал желательно, для того, чтобы мы с вами понимали, что IPTV у нас работает. Хотя попутно включим еще какой-нибудь канал. Но с IPTV я здесь и прогнозировал, что будет все в порядке. Хотя температура держится 80 градусов. Я думаю, что той мощности, которая есть у него в 1,2 ГГц на 400 ядрах, даже при 81 градусе, будет работать однозначно хорошо. Сейчас попробуем сразу же выбрать HD каналы и запустить их. Поехали. Слушайте, ну воспроизводит. IPTV воспроизводит на удивление хорошо, но в принципе температура 81 градус. Ребят, я выхожу, я буду уже делать резюме. Я сложил полное мнение об этом Smart TV боксе. Выводы у нас однозначные. Мы не рекомендуем данный ТВ-бокс к покупке ни при каком раскладе. Хотя, если вы вот просто его выбираете как OTT-бокс для просмотра IPTV телевидения, то IPTV телевидение он будет проигрывать. Какой-нибудь вариант автофреймрейта здесь не работает, Core Elec поставить невозможно, 4К YouTube тоже здесь не работает. Поэтому есть как есть, показали всю правду. Если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Bubble и V9 Pro на канале Технозон. Пока, ребят.